Всем привет! У нас на улице опять похолодало. А как только на улице холодает, мне обязательно хочется пустить солнышко в дом. Что-то приготовить солнечное, вкусное, теплое. Готовим сегодня лимонное печенье с лимонной очень вкусной начинкой, можно сказать, с лимонным кремом. Давайте готовить вместе. Для лимонного курда нам понадобится 2 лимона. Сначала я с них сниму цедру, а потом будем делать дальше то, что надо. Сначала натру цедру. Естественно, без белой части стараемся потереть цедру, только желтенькую часть. Лимоны, естественно, предварительно хорошенько надо вымыть и обсушить. Потому что все знают, что лимоны покрывают воском, еще чем-то. Нам это не нужно. Ну все, цедру натерла. Пока это отложу в сторону. Можно сюда к цедре сразу же отправить сахар. Пусть пока лежат. И ванильный сахар тоже отправлю. Давайте сюда поставлю. И сахар, и ванильный сахар вместе можно отправить сюда. Можно и перемешать сразу немножечко. Пусть будет ароматнее. Теперь нужно выжать сок лимона. Эти лимоны теперь я сюда же и использую. Буду измерять нужное количество, чтобы не выжимать лишнее. Вот у меня такие сочные лимоны, что сока одного лимона вполне достаточно. Теперь беру вот эту нашу смесь, отправляю сюда сок лимона. Сюда же добавлю куркумы, буквально щепотку, немножко, для цвета. И сюда же я отправляю крахмал. У меня кукурузный. Мне больше нравится работать кукурузным крахмалом, особенно в выпечке, не картофельным. Все это я перемешиваю. Теперь к этой смеси отправляю. Это мне уже не понадобится пока. 2 яйца. Весь рецепт, как всегда, найдете в описании под видео. На всякий случай можно проверить. И второе. Перемешиваю все это вместе. Теперь надо нам сварить с этого заварной крем. Масло добавлю в конце в крем. Сейчас надо это все уварить. Уваривать я буду на водяной бане. Пойдемте к плите. Вода у меня закипела. Я сделаю ход небольшой газа, чтобы она не сильно бурлила. И буду вот так. Я положу сито. Специально приготовила все это в стеклянной посуде, чтобы не было металлического привкуса у нашего крема потом. Поэтому вот так приспособилась и буду доводить до загустения наш крем или лимонный курд. Постоянно помешиваю, чтобы он не комковался, и чтобы у нас не получилась сладкая яичница. Спустя минут 10 у меня курд загустел. Вот, посмотрите, он вот такой бархатистый, густой. Я его выключаю. И сейчас буду процеживать, чтобы не было цедры, не попадалось, чтобы он был прям совсем бархатистый, нежный, без всяких вкраплений, комочков. Я его процежу через сито. Это то, что я больше всего не люблю. Протирать что-либо через сито. Тут его немного, поэтому не страшно. Можно потрудиться немножко. Оно не так тяжело протирается, как творог. Видите, все быстренько. И оставшуюся часть. Эту вкуснятину, конечно, мы не оставляем ничего в посуде. Хорошенечко силиконовой лопаткой все переваливаем в сито. И быстренько протираем, потому что надо сюда еще масло вмешать потом, пока он будет тепленьким. Вот так, видите, осталось только цедра. Все ненужное вот это убираем. Это еще здесь осталось все. Обязательно тоже сюда отправляем. И масло у меня уже мягкое, комнатной температуры. Оно уже буквально оно тает. И я его сюда вмешиваю. Получается настоящий заварной крем с лимонным вкусом.
но не на молоке, а вот на лимонном соке. Буквально в прямом эфире. Все очень быстро готовится. Единственное, вот курт надо стоять и мешать, не отходить от него. Вот посмотрите, какой красивый, блестящий. Я его сейчас накрою пленкой в контакт и отправлю остывать в холодильник. Вот так пленкой накрываю в контакт, чтобы корочка не образовывалась, так же, как и заварной крем. И убираем в холодильник до полного остывания. Все, холодильник. Для теста я возьму 2 яйца. Раз. Два яйца. Смешаю с сахаром. Немного их вместе перемешаю, чтобы сахар немного растворился. Пена появилась, слегка сахар растворился. И теперь добавляю остальные ингредиенты. Натираю сюда цедру лимона, опять-таки без белой части, только желтую берем, как и для всех в основном кондитерских изделий. Лимон, конечно же, чистый, вымытый хорошенечко, обсушенный. Цедру натерла буквально чуть-чуть. 2-3 капли лимонного сока сюда же для большего аромата. Добавляю сюда щепотку ванилина. У меня растопленное сливочное масло. Растопленное, но уже остывшее, не горячее ни в коем случае. Тепленькое, комнатной температуры. Сюда же отправляю щепотку куркумы для цвета. Немного, щепотку, много не надо, испортите вкус. Куркума имеет, как вы знаете, многие, очень интенсивный вкус. Поэтому только немножечко для цвета. Если нет, не кладите, ничего страшного. Все это перемешиваю. Можно лопаткой, можно венчиком, как вам удобно. Чуть не забыла. Обязательно сюда же щепотку соли. И отправляю сюда просеянную муку. Ну, как всегда, не всю сразу. И разрыхлитель. Все это хорошенько перемешиваем. Замешиваем тесто. Вот такое тесто получилось. И теперь я буду формировать печенье, скатывать в колобочки. И вот таким образом все. Потом уже можно подровнять, посмотреть, где чего не хватает, где больше, где меньше. Можете подрегулировать. Взвешивать не надо, просто примерно одинаковые на глаз. У меня получилось 16 колобочков, значит будет 16 печений. Я накрою пленкой их сейчас и отправлю в холодильник на час. Если вы спешите, можно отправить в морозилку на полчаса. А за окном у нас зима. Опять не ушла по-английски. У меня прошел час, я достала из холодильника печенье наши будущие. И теперь надо обвалять их в сахарной пудре. Сахарную пудру не жалеем, надо обвалять прям так от души. Чем больше пудры, тем лучше. Некоторые делают еще сначала в сахар их опускают, но мне получается приторно. Если вы такие сладкоежки, то можете тоже положить в этот сначала в сахаре обвалять, а потом в сахарной пудре. Но для меня приторно, а если в тесто положить меньше сахара,
то получается как-то, ну, не знаю, мне не нравится. Получается, что тесто пресное, сверху сладкое. Не очень. Я вам показываю вариант, который мне больше нравится. Тесто маслянистое, поэтому пудра хорошо к нему прилипает, что нам и нужно. И еще выкладываем на расстоянии друг от друга. Сейчас я все сначала в пудре обваляю, а потом буду делать выемки. На расстоянии друг от друга, чтобы они друг к другу не прилипли, и вместо круглого печенья, чтобы у нас не получилось квадратное. Лучше тогда, если не помещается у вас на противень, испеките за 2 раза. Все печенья я обваляла, наши будущие, в пудре. И теперь вот так буду в них во всех делать углубления. Чуть-чуть тут попередвигала, геометрию выстраивала. В принципе, печенье можно вот в таком виде просто слегка прижать, а можно и не прижимать, если хотите пухлее, можно не прижимать. Можно слегка прижать, чуть более плоские будут. И выпекать. Это уже будет очень вкусное печенье. Но мы сегодня делаем печенье поинтереснее, с кремом. Скоро все христиане будут отмечать великий праздник. А почему бы не приготовить и такое печенье на праздничный стол? Не только же куличи пекутся в праздник. Мне кажется, это печенье тоже в тему. Если у вас вдруг нет такой ложечки, то можно взять любую, что-нибудь, ручка круглая на чем, да, а можно просто большим пальцем сделать выемки эти. Из подручных материалов можно всегда что-нибудь придумать. И если вы заметили, а вы всегда все замечаете, противень я перевернула, чтобы у меня печенья, которые на краях, не поехали потом, вот так они были пляшущими, ровненькими снизу были. Поэтому я перевернула противень. Все, сейчас достану лимонный крем наш. Теперь буду наполнять их кремом, наши лунки. Крема, конечно же, на это количество печений много, но он такой вкусный, что его можно прямо ложкой есть, просто без ничего, с чаем. Можно с мороженым, тоже очень вкусно. Можно с чем угодно. Такой вкусный крем. А может быть, еще вам какую-нибудь потом покажу выпечку вот с этим же кремом. Просто не вижу смысла делать этого крема меньше, потому что представьте, на одно яйцо оно будет размазываться все по дну кастрюльки, в которой делаете или в чем будете его, да, уваривать. Ну, не знаю, мне кажется, получится точно сладкий омлет, а не крем. Все я заполнила и отправляю в духовку, разогретую на 180 градусов, на 10-15 минут. Зависит от особенностей вашей духовки. Долго не держите в духовке, не надо их румянить, чтобы они были зажаристые, золотистые, потому что, во-первых, у вас все растает, ну пудра так и так растает, чуть-чуть останется, но оно будет потом у вас сухое. Не передерживайте в духовке. Все, ждем. У меня прошло 12 минут, и посмотрите, какая тут красота. Все, буду доставать с духовки. Посмотрите, какое красивое печенье. Как я и говорила, пудра растаяла, потому что я не сделала сахаром, не обваляла в сахаре, прежде чем пудрой. Но мне так больше нравится на вкус. Да, они будут красивее, у вас получатся трещинки такие от того, что сахар будет плавиться под пудрой. Но зато не приторно, мне так вкусно. Это уже на ваш вкус, как всегда. Сейчас оно остынет, я выложу и покажу вам получше. И вот такое красивое нарядное печенье у нас сегодня получилось. Я приготовила, поделилась с вами рецептом. Думаю, вам он понравится. Это даже не печенье, а, можно сказать, пирожное. Очень симпатично выглядит, с кремом. Ну и, конечно, хочу попробовать для вас. Оно очень ароматное, прям запах лимончика. Невозможно устоять. Сейчас крем тоже укушу.
очень вкусное. Сверху печенье получилось хрустящее, несмотря на то, что я не обваливала его в сахаре. Внутри мягкое, нежное, и вот этот нежный крем с кислинкой. И совершенно оно не приторное, очень вкусное, нежное. Попробуйте, вам понравится. А я хочу на сегодня с вами попрощаться, сказать всем, кто подписался, большое спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.